Привет, друзья! Сегодня будет очередной интересный образец. Мне уже такой приносили пылесос фирмы Dyson. Но тогда были версии ранние, и BMS у них не блокировалась. Сейчас пошли новые версии BMS в батареях. И если отпаять элементы, то BMS блокируется. И потом ее нужно перепрошивать, чтобы она заново заработала. Это нужно иметь программаторы. В данном случае я сделал проще. Заказал на AliExpress комплект для замены. Получается пустой корпус с платой BMS. Также тут еще в пакете куча всяких перемычек никелевых, разъем питания и так далее. Думаю, есть смысл сделать еще одну батарею, а эту оставить в таком виде, в котором она есть. То есть на одном режиме, вот на этом, сниженной мощности, он без проблем работает. Но уже защита срабатывает, кстати. А вот если на полной мощности, все, защита отработала, и он больше не включается, пока не поставишь на зарядку. И у батареи мигает светодиод. Именно поэтому было принято решение заказать корпус и сделать правильный аккумулятор для пылесосов фирмы Dyson. Это модель X7. Эти корпуса существуют на разные модели, но какие-то совместимы, какие-то несовместимы, это нужно уже разбираться будет. Списывался с продавцом и заказал именно на X7, чтобы подошло все. И теперь нужно будет пробовать, получится ли самый правильный аккумулятор для пылесосов Dyson. У меня уже есть подобное видео, правильный аккумулятор для шуруповертов и вообще электроинструмента фирмы Makita. Оно довольно популярно, набрало довольно много просмотров, и там действительно хороший корпус, пустой, вставляешь элементы, привариваешь, и все работает. Главное использовать хорошие, качественные, фирменные элементы, проверенные, с минимальным внутренним сопротивлением. Также и здесь я буду использовать подобные элементы. Элементы я уже подготовил, буду использовать фирменные элементы LG HG2. У них ток отдачи до 20 ампер. Их я пока отложу. Сейчас разберусь с комплектацией, все ли здесь на месте. Кнопочка или что это, фиксатор. Но для начала нужно разобрать сам пылесос. Сейчас я опять вспомню, как это делается по прошлому видео. В этой версии батарея держится на 3 шурупах. Вот здесь 2 и вот здесь 1. Благополучно выкручиваются и батарея извлекается. Довольно увесистая. 6 элементов, 21,6 вольта. 350 ватт. Ну, видимо, можно нагрузить на нее 350 ватт. Ну что, эту батарею в сторону. И пылесос тоже. Кстати, зарядное устройство здесь нормальное, с нормальной вилкой. Сразу евровилка. Тот был, по-моему, с корейской вилкой. Для начала нужно элементы вставить вот сюда. Разобраться, где здесь плюс, где здесь минус. Ничего сложного. Так, вот он минус. Первый элемент и так далее. Ну, в принципе, все понятно. Сейчас я все соберу и покажу уже на готовом. Чтобы проще было собирать новую батарею, нужно разобрать старую. Возможно, она по-другому сделана. Для этого нужно вот здесь выкрутить один винт. Затем немного вот так вот на излом подсовываем какой-то плоский предмет и начинаем потихонечку тянуть. И вот здесь защелки выщелкиваются. Потом здесь снизу надо точно так же. Немножко вот так вот. Все это потихонечку выходит. Здесь все на защелочках держится. Без клея. Довольно хорошо сделали. А то бывает, производители приклеют и даже не знаешь, как разбирать. Выйти элементам и плате BMS мешают вот эти вот волноводы, а точнее вот эти части, которые выходят из этих отверстий. Если немножко здесь оттопырить, так скажем, то все довольно просто извлекается. Плата залита, довольно круто. Такой мощный контроллер стоит здесь, просто пипец. Что-то они слишком заморочились. Ну, конечно, так можно брать больше денег. Если сделать просто, кто-нибудь разберет, посмотрит, да все же просто сделано, мы легко можем повторить. Это не может стоить столько денег.
А тут, о, ничего себе, как заморочено. Стоит контроллер, там, скорее всего, своя прошивка и так далее. Но китайцы уже подсуетились и все сделали. Первым делом установил плату на холдер, затем вставил элементы. Здесь, как вы видите, B- написано, здесь B+. Значит, первый элемент ориентируем минусом сюда и так далее в шахматном порядке. Здесь будет плюс батареи. Вставил уже никелевые ленты. Они очень просто вставляются. Даже когда плата уже установлена, можно их завести. Все никелевые ленты установлены. Перепутать здесь практически невозможно. И вот здесь вот датчик еще стоит. Его нужно отогнуть. Здесь он должен коснуться элемента. Сюда я нанесу теплопроводный силикон. Ссылка, кстати, на него тоже есть в описании. Иногда мне пишут в комментариях. Все ссылки практически того, что я применяю, есть в описании, закрепленном комментарии. Этот комплект платы тоже, естественно, будет в описании. Надеюсь, он работает. Но это уже покажут тесты, когда соберу. А сейчас нужно проварить все никелевые ленты. Ну и дальше пропаять вот эти все пятачки. Все никелевые ленты проварены, плата пропаяна, все отлично. Теперь осталось припаять микровыключатель к разъему, к белым двум проводам и разъем для зарядки. Вот этот центральный, это красный, корпус это минус. Сейчас, кстати, прозвоню, как работает родной микровыключатель. Получается, нормально замкнутые контакты используются. При нажатии размыкается. Также и здесь надо найти такие контакты, которые нормально замкнуты. Ну, те же самые, крайние. Сейчас все припаяю и проверю работу. Потому что пока что на выходе батареи напряжения никакого практически нет. Использую флюс. Пипец, она тут туго заходит. Так, пружина здесь. Кнопка здесь. Оп. Угу. Так, полярность опять верная, нормально все. Нужно просто надольше нажимать. Угу. Работает. Ну, и собираю все. Тут уже ничего сложного. Нужно быть аккуратным вот здесь вот. Все провода, чтобы правильно уложить, чтобы они не замкнули об силовые выводы. Нужно аккуратненько их уложить. Вот так вот уложить, так они точно ничего не замкнут. Так, защелкнул батарею, собрал. Светодиоды загораются, все нормально. Вставляю в пылесос на минимальную мощность. Так, на максимальную. Главное, чтобы не выключался. Да, все, не выключается. Отлично работает. Круто. Когда собирал батарею, элементы были заряжены до 3,5 вольт. Это уже ниже 50%. На ночь оставил на зарядку. Батарея горит зеленым, зарядилась. Отключаю. И пробую еще раз на максимальной мощности.
Отлично работает. Все четко. Ну, наклейки только нету снизу. Вот ее могли, кстати, положить тоже в комплект, как вот у Makita в комплекте. Куча наклеек, которых можно наклеить на корпус, и она выглядит практически как оригинальная. Но, в принципе, ничего страшного, главное, что работает. Значит, комплект рабочий, ссылочку оставлю в описании. Кому необходима такая батарея, корпус, заказывайте элементы, собирайте батареи и не переплачивайте за оригинальные аккумуляторы. Они просто космических денег стоят. Я надеюсь, видео было вам полезным. Я рад каждому, кто смотрит мои видео, делится ими в социальных сетях. Это очень помогает продвигать видео и канал в целом. Оставляйте ваши комментарии, желательно из 5 и более слов. Я буду рад пообщаться. На этом, думаю, видео завершить. Спасибо, что досмотрели ролик до конца. Надеюсь, вам было интересно. До новых видео на канале, друзья. Всем пока!